Всем привет, дамы и господа. Всем привет, товарищи. Это видео называется «Эхо войны». И сейчас я вам объясню, почему. Итак, знаете, в Санкт-Петербурге так бывает, что ты гуляешь, идешь по городу и в один момент видишь какую-то странную конструкцию, какое-то странное сооружение, и ты не понимаешь, что оно здесь делает. И эти сооружения на самом деле были построены во время войны, как стратегические сооружения для защиты города. И сейчас в современное время, в современной России люди не убирают эти конструкции, они не убирают эти сооружения, они оставляют их на своих местах. И сейчас это просто памятники. И вот в этом видео я хочу показать 3 таких сооружения. И вот прямо сейчас вы уже можете увидеть первое. Вот, например, теннисный корт. Слева находится корпус какого-то университета. И вот впереди, между теннисным кортом и университетом, вы можете увидеть вот эту странную конструкцию. И тут нет никакого секрета. Это сооружение военных лет. То есть во время Великой Отечественной войны люди строили такие сооружения, чтобы защищать город. И, как я уже сказал, в этом видео я хочу немного прогуляться и показать вам несколько таких конструкций. И, может быть, параллельно рассказать какие-нибудь факты о военном времени в Санкт-Петербурге и, может быть, какие-то факты из своей жизни. Смотрите, я хотел записать это видео в one take, но у меня не получилось, потому что мне надо было смотреть на карту. То есть я шел по городу, у меня был план, у меня был запланирован маршрут, но иногда мне нужно было смотреть на карту. Поэтому я выключал видео и начинал новое. Но вы должны понимать, что по факту это все одно видео. То есть я показываю все эти места за одну прогулку. Хорошо. Я показал вам первую конструкцию. Идем к следующей. Итак, сейчас, секунду, я попью чай. Вкусный чай. Итак, смотрите, вообще в России мы не часто говорим «Вторая мировая война». Гораздо чаще в русском языке вы можете услышать такой термин, как «Великая Отечественная война». Не буду давать большие комментарии, просто это маленький факт. И поэтому я буду говорить «Великая Отечественная война» вместо «Вторая мировая». Итак,
Во время Великой Отечественной войны у Санкт-Петербурга была достаточно тяжелая судьба, достаточно тяжелая участь. Санкт-Петербург был взят в блокаду. То есть армия фашистской Германии, она встала вокруг Санкт-Петербурга и заблокировала город. Кстати, вообще я должен говорить не Санкт-Петербург, а Ленинград. В Советском Союзе Санкт-Петербург назывался Ленинград. И почти каждый русский человек знает про такой термин, как блокада Ленинграда. Итак, продолжаем. Значит, да, в этом видео я говорю про блокаду Ленинграда и показываю вам некоторые конструкции, которые остались с тех времен. Маленький факт. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это достаточно много. Окей, давайте поговорим об этом чуть позже, потому что на видео я уже подошел к второму сооружению. Итак, прямо сейчас вы можете увидеть второе военное сооружение, которое было построено в Ленинграде, в Санкт-Петербурге для защиты города. Вот маленькая дверь. И вообще где-то должно быть окно для пулемета, но я его не вижу. Может быть, оно под землей, или, может быть, администрация города закрыла это окно, чтобы люди не могли залезть в это сооружение. Окей, мы видим даты 1941, 1945. Это годы Великой Отечественной войны. Ну и просто я хотел вам показать, что у Санкт-Петербурга сейчас спокойная жизнь, нормальная архитектура мирного времени, и гуляя по такому городу, иногда можно увидеть такие странные конструкции и почувствовать маленький диссонанс. Типа, что она здесь делает? Хорошо. Продолжаем, что бы то ни было. Итак, я говорил, что продолжительность блокады Ленинграда 872 дня. Давайте откроем калькулятор. 872 разделить на 365. Это 2 года и несколько месяцев. Итак, блокада Ленинграда длилась больше, чем 2 года. Это самая долгая блокада во время Второй мировой войны, но не самая долгая блокада в истории человечества. Маленький факт. Если верить интернету, то самая долгая блокада в истории продолжалась 22 года. Это момент истории, когда Османская империя блокировала современный город Ираклион на острове Крит. Да, как я сказал, эта блокада длилась 22 года. Хорошо. Итак, я иду к третьему сооружению. У нас еще есть какое-то время, чтобы поговорить.
Поэтому давайте я попробую рассказать вам еще несколько фактов о блокаде Ленинграда. Вообще, жилось очень плохо во время блокады Ленинграда. Я там не был, но там был мой прадедушка, моя прабабушка и, в общем, семья моей матери. Вся семья моей матери происходит из Санкт-Петербурга, и поэтому блокада Ленинграда – это достаточно важное событие для моей семьи или для культуры моей семьи. Ну ладно, про свою семью я поговорю чуть позже. Итак, во время блокады Ленинграда, как я сказал, жилось очень плохо, и есть один маленький и достаточно грустный факт. Большинство людей во время блокады умерли от голода. То есть больше 90% всех жертв – это люди, которые умерли от голода. Сейчас я покажу вам фотографию. Вот это кусок хлеба, и это был рацион, ежедневный рацион для жителей блокадного Ленинграда. То есть человек мог каждый день получить только этот кусок хлеба. И это была вся еда на целый день. Конечно, я говорю не про всю блокаду, но про самый тяжелый ее период. Хорошо. И вообще кусок хлеба – это достаточно травматичные воспоминания лично для меня. Смотрите, как я сказал, семья моей матери происходит из Санкт-Петербурга. И мой прадедушка участвовал в блокаде Ленинграда, участвовал в войне, он был солдатом, который воевал в Ленинграде. То есть он не участвовал в блокаде, он участвовал в защите Ленинграда. И поэтому, конечно, моя мама много знает про блокаду. И в детстве, когда я ел, если я не хотел доедать хлеб, моя мама всегда ругала меня. Она не разрешала мне выходить с кухни, пока я не доем весь хлеб. Но это культура семьи моей матери. Окей. Итак, очень быстро прошло время, и мы уже подошли к третьему сооружению. Вы видите, что это уже больше похоже на элемент природы, чем на человеческую конструкцию. Но давайте посмотрим на это сооружение с другой стороны. Так, Никита обходит. Вот. Здесь мы уже видим окно, и я думаю, что в этом окне был установлен пулемет. И советские солдаты стреляли из этого пулемета по солдатам из других стран, которые находились в той стороне. И да, слева есть еще одно окно, и я думаю, что в том окне тоже был установлен пулемет. Хорошо. Вы знаете, я хотел вам рассказать очень много. Я написал много информации для этого видео, но времени слишком мало.
все пошло не по плану, и я уже должен заканчивать это видео. Поэтому, не знаю, напишите в комментариях, что думаете. Если вам будет интересно, то когда-нибудь в будущем я сделаю еще одно видео, где более подробно расскажу про блокаду Ленинграда. Или, может быть, не только про Ленинград во время войны, но и про Великую Отечественную войну в целом. У меня на самом деле должно быть много историй на эту тему. Как я сказал, один мой прадедушка воевал в Ленинграде во время войны, другой мой прадедушка воевал на Востоке с японцами, а мой прапрадедушка воевал под Сталинградом. Так что, если я поговорю с родителями, если я поговорю с бабушкой, то я найду для вас очень много информации на эту тему. Хорошо, я уже должен заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии. И если вы хотите смотреть больше интересных и неинтересных видео для изучения русского языка, то подписывайтесь на мой Patreon или на мой профиль в Boosty. Это очень поможет мне и поможет вам в изучении русского языка. Ну и, конечно, да, поставьте лайк к этому видео и подпишитесь на мой канал. Окей, всем спасибо, увидимся в следующий раз. Пока-пока.